Привет, меня зовут Захар Волтов Zero, и уже около месяца назад, а может быть даже 2, вышел Otherworld Legends в Steam для ПК. Я купил игру, поиграл и готов вам рассказать об игре подробнее. Но перед роликом я хочу, чтобы вы подписались на канал, поставили этому ролику лайк. Также приходите на мои стримы на Твиче и, конечно же, подписывайтесь на мой телеграм-канал с кучей всяких прикольных инсайдов, новостей, приколов и всего там, чего только нету. А теперь к видео. Otherworld Legends — это рогалик с элементами битэмапа и RPG от китайской студии Chili Room. В момент записи ролика я наиграл в игру около 30 часов. Начнем с того, что это порт бесплатной мобильной игры, которая продается за деньги, за рубли. В принципе, цена в 200 рублей не особо большая, но сам факт того, что игра бесплатная в условном Play Market или App Store, заставляет задуматься, а может лучше на телефоне поиграть, камон. А если мы считаем здесь чужие деньги, то хочу сразу поговорить по поводу системы доната и DLC. С выхода мы имеем еще дополнительного контента на 2000 рублей, за что в день выхода игры много поклонников игр Chili Room обрушили рейтинг игры, и до сих пор мы имеем оценку в 41% положительных отзывов в Steam. Давайте разберем, что у нас есть в списке DLC. И делится это у нас на два разных направления: герои и скины на героев. Герои — это часть геймплея, и в принципе часть из них можно получить бесплатно, выфармливая фрагменты, и в игре есть только два героя, которых можно купить только за донат. Значит, нам придется 100% потратить около 200 рублей на персонажей, которых нельзя получить бесплатно. А вот скины покупать не обязательно, и в принципе это дело каждого, но в принципе как бы хочется, поэтому думаю, осуждать за скины глупо, тем более они дают характеристика, они просто для красоты. А еще, внимание, есть дисконтная карта для бара в игре, покупая которую за 61 рубль реальный, вы получите скидки на алкоголь в баре в игре, камон. Идея, конечно, прикольная, но это дико рофильно, если честно, я очень долго смеялся, когда это увидел, за это отдельный лайк геймдизайнеру. А как вы относитесь к такому варианту монетизации, можете написать в комментариях. Ну, если мы начали про монетизацию, предлагаю добить уже тему до самого конца. В игре есть Battle Pass, который стоит $3, в конце которого мы получаем коробку со скином, но все-таки есть ли в нем смысл, потому что награды выглядят не очень убедительно, и ради одного скина я бы его покупать не стал, а награды, которые даются за платную версию, они слишком малы, как я считаю. А также есть еще стандартные для Chili Room возможности купить донатную валюту, например, или... Что там еще есть? Донатная валюта, сапфиры и все, что с этим связано. Возможно, для мобильной игры это норма, но хотелось бы без нее. Но тут ничего особо не поделаешь. Издержка жанра мобильных игр, так сказать. Теперь можно перейти к персонажам, которых здесь очень много. Я скажу честно, ни один, кроме Цуань, мне не понравился геймплейно. Быстрый милишник, которая может быстро сатифаять, также быстро выйти из него. Я специально сыграл несколько игр за других героев, и честно, мне не особо понравилось. По большей части, большинству не хватает мобильности и скорости атаки. Может быть, у меня изменится мнение на этот счет, но пока оно именно такое. Также очень смешно было с того, что Олли по факту это тот же инженер из Soul Knight, только более привлекательный. Кстати, по поводу персонажа могу сказать, что каждый персонаж чем-то уникальный, благодаря этому можно получить уникальный экспириенс. Вся уникальность заключается в атаках, в анимациях движения, в особых скиллах, но об этом немножко попозже. Кстати, боевая система в игре очень прикольная. Я бы сказал, что в ней есть что-то такое, чего я ранее не ощущал. Атаки в игре делятся на обычные и на специальные. В свою очередь, обычные атаки у каждого персонажа разные. Кто-то предпочитает ближний бой, а кто-то дальний. Но тут вы сами понимаете, что благодаря этому играть становится интереснее. А вот по поводу специальных навыков стоит разобраться. Ведь у каждого персонажа их несколько вариантов, которые можно менять, улучшать. А что особенно круто, что их можно изменить перед тем, как идти файтиться с боссом. Также все спецумения прокачиваются, открываются новые, поэтому реиграбельность за счет этого очень сильно растет. Также есть еще пассивные спецумения, которые вам не обязательно прожимать, что дают неимоверный плюс, если вам также впадло нажимать какую-то кнопочку очень часто, потому что вы просто забываете. Также у всех спецумений есть какие-то поднавыки, которые можно менять, и таким образом можно делать какие-либо связки скиллов с предметами, но об этом попозже также. Система оружия в игре построена на характеристиках. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Принцип атак не меняется, то есть такая же анимация, такая же атака, а вот урон это так, зависит от вашего оружия, которое можно выбить в ящиках или купить у кузнеца. Раз мы коснулись кузнеца, то думаю, стоит рассказать про систему механик и систему NPC, которая мне дико нравится за счет того, что ты не знаешь, что оно вообще существует. О чем я имею в виду? Играя, ты сначала откроешь новые виды комнат, например, с кучей сундуков, где можно попытать удачу и выбить полезный тебе предмет, а если не повезет, то какое-либо проклятие. Также новые механики открываются постепенно и не нагружают игровой процесс. Казалось бы, ты проходишь игру в первый раз, тут бам, тебе дают выбор сложности, бам, открывается часть сюжета, ты такой, чё, нифига себе. Я пошел перепроходить игру еще раз, и каждый раз открывается что-то прикольное. Пресеты с усилением персонажа у Асуры, крафт предметов, возможность поменять какой-либо предмет в оружие, это же мега плотная имба. Потом открылись еще какие-то усиления, просто я
Проходя эти локации, получаю усиление, чтобы пройти игру на более сложном уровне сложности. Также есть испытания, когда у вас будет какое-либо усложнение в комнате, но награда за него неплоха. Как говорится, все зависит от вас. Вообще в игре много разных механик, и мне кажется, с прохождением будет открываться еще больше, чем я имею на данный момент. И в принципе вся система, которая была создана Chiller Room, она очень мне дико нравится, исключительно за счет того, что ты не знаешь, что будет в следующей комнате. Возможно, ты переберешь игру еще пару раз, зайдешь в лобби, а тебе дадут возможность усиливать еще какой-либо навык. По поводу предметов не могу сказать ничего особого. Есть full useless предметы, которые могут испортить вам игру, а есть весьма полезные предметы, благодаря которым вы как раз таки будете проходить игру с большим комфортом для вас. По поводу разнообразия я бы дал игре большой плюс, потому что каждый предмет можно засунуть в какую-либо связку предметов, и от связки предметов мы можем плавно перейти к билдам. Я не знаю, кто их как собирает, потому что всю игру я прошел исключительно на том, что брал то, что мне нужно было, что было по ситуации, что мне лично нравилось. Подхилиться за счет урона по врагам, уйти полностью в криты и хилиться за счет них и наносить очень много урона за счет критов. В общем, вариантов масса, но когда вы открываете возможность менять еще и свойства у оружия, это превращается в настоящую рулетку. Допустим, у нас есть крутой билд, есть 5-й предмет, который вы просто физически не можете взять, потому что у вас всего лишь 4 слота в инвентаре. Но у вас, допустим, в оружии есть какой-то бесполезный предмет, какая-нибудь бумажная броня, которая создает вам 1 единицу брони. Вы просто меняете его у кузнеца, и шансы пройти игру возрастают. Я думаю, если бы Otherworld был более играбелен на старте, то Алхимик бы клепал бы по ролику в день про билды ВВЛ. И ведь вариантов тонна, когда у вас по факту 8 слотов, которые можете менять так, как вам хочется. Когда у вас кроме этих слотов есть еще скиллы, которые вы можете менять. И за счет этого создается возможность перепроходить игру тонну раз. А вот эту тему меня попросил раскрыть Макс, который подписан на мою телегу, кстати, поэтому рекомендую тоже подписаться, чтобы точно ничего не пропустить. Могу сказать так, в самом геймплее тема не раскрыта, хотя любители хинта могут увидеть здесь то, чего не увидят остальные. Think about it. А вот арты, которые ты видишь, когда выбираешь скин персонажа, уже более подходят. Сами знаете для чего, извращенцы маленькие. Вы просто вот посмотрите на вот это. Все-таки я считаю, что тема сисек не раскрыта до конца, но вы можете выразить свое мнение в комментариях, потому что в сиськах я не разбираюсь, как в принципе и в хороших играх. Ну а первое, что мне бросилось в глаза, кроме сисек естественно, это то, как хорошо проработаны локации, ведь каждый этаж враги меняют скин, меняются атаки, меняется в принципе время суток, как-то локация по-другому начинает выглядеть. И в принципе, если есть одинаковые по механике враги, локации выполнены слишком круто, это бесполезно отрицать. Даже локация с песком, проходя по которой мы доходим до дворца, геймдизайнеру респект за такое решение, это просто гениально. И так выполнены абсолютно все локации в игре, что слишком круто и что добавляет реиграбельности для игры. Боссы, кстати, достаточно слабые, их атаки легко запомнить, и с ними у меня никогда не было особо проблем, если я только сам где-то особо не тупил или не было каких-либо проклятий, которые мне выпадали за счет моей низкой удачи. Также в каждой сцене, ну то есть на каждом уровне есть скрытая комната, в которой можно найти либо бонус, либо босса. Там как повезет. За убийство этих боссов, кстати, можно фармить ежедневные задания, которые у вас фармят БП. Вот. Про ВП ничего не рассказал, потому что он абсолютно блеклый, поэтому вот. Помните, в начале ролика я говорил вам про клубную карту для бара? Так вот, в игре есть система напитков, которая на самом деле является бафом. В принципе, все просто. Проходишь комнаты, получаешь за это предметы для крафта напитков на баре. И когда тебе надо, можешь забафаться для более легкого форма денег, прохождения этажей или для прохождения боссов. Если вам не будет хватать какого-то ингредиента во время создания напитка, то вы всегда сможете его купить, но покупать что-то отдельно будет не слишком выгодно, поэтому все-таки для начала хотя бы сходить немножко и пофармить, так сказать, те самые напитки, ингредиенты, антиингредиенты.
То, ради чего в рогалики играют по сотни часов, это реиграбельность. И со всеми факторами, которые я озвучил ранее, а именно несколько персонажей с своими особенностями, возможность пройти игру сотни разных билдов, различные локации, постепенно открывающиеся механики делают игру более интересной для повторного прохождения. И это заставляет меня зайти в нее еще раз, пробежаться еще раз, в надежде на то, что я открою что-то еще, попробую какие-то другие предметы. Также предметы в игре открываются постепенно, вы подбираете предметы, у вас заполняется шкала, и за счет этого у вас открываются новые предметы. По поводу лобби ничего не могу сказать особого, там можно забрать награды за достижения, то есть в игре есть какие-либо внутренние достижения и достижения Steam, что немаловажно. Там можно поменять тему, поменять музыкальное сопровождение, и там есть еще всякие приколы, которые открываются у котика. Вот, котик очень классный, кстати. Ну и дополнительно еще скажу то, что в игре есть кооператив, который я не смог попробовать сам, потому что у меня нет друзей, поэтому ничего по его поводу не скажу. А также нет возможности переноса прогресса с мобильной версии игры из-за ограничений и политики Steam. Также еще возникало много вопросов по поводу управления, и решение играть на клавиатуре может испортить вам впечатление от игры, поэтому рекомендую играть с геймпада KGE. Ну я просто сразу как увидел то, что там ходить на VSD, а драться на какие-то К или J, я в Mortal Kombat играю или что? Я решил, что это максимально неудобно, и все-таки решил подключить геймпад и не прогадал. И что же мы имеем в итоге? Игра вполне неплохая, ее оценка в Steam не слишком справедлива, скорее всего это обусловлено тем, что игра доступна бесплатно в Play Market, неудобное управление с клавиатуры и невозможно перенести прогресс с телефона. Но за свою стоимость неплохо, но было бы еще лучше, если бы игра была полностью free-to-play, как и на мобильных устройствах. На этом все, не забывайте то, что вы можете выразить свое мнение о ролике, об игре в комментариях, я буду рад почитать. Не забывайте подписываться на канал, долбить в колокольчик, ставить ролику лайк, потому что исключительно благодаря всем этим действиям, которые я озвучил выше, я смогу стать популярным контент-мейкером и зарабатывать 1 000 000 рублей в секунду. Меня зовут Захар World of Zero, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Видео было записано в 2022 году при поддержке канала World of Zero. Меня.